Что было в Америке, когда там стартовал Sonic 1, рассказывать не нужно, потому что все и так знают, что он пользовался большой популярностью. Куда интереснее узнать, что с ним происходило на его исторической родине. В ту пору в Японии открывались аркадные залы, где Соник светил лицом, выходил эксклюзивный мерч и, конечно же, выпускалась манга. И если многие говорят, что дела у Соника в Японии были плохи, то я отвечу, что манга и рассказы, выходившие с 92 года по 94, делались явно не от плохой жизни. И об этих попытках привлечь аудиторию и будет мое видео. Да, некоторые из моих подписчиков знают про мангу, которая являлась рекламой первой игры, потому что у нее есть перевод. Но вот остальные черно-белые картинки для многих являются загадкой. И мне, как вы уже успели заметить, всегда интересно показать и рассказать вам что-то необычное. Сегодня мы опять этим и займемся. Всем привет, Грибуля здесь. Срочно подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на телеграм-канал и, конечно же, на YouTube. Потому что интересные темы всегда были на вес золота. И когда больше аудитория, больше мотивация делать интересный контент. Ну а теперь давайте поскорее узнаем о манге 90-х годов, ее отдельной вселенной, пестрых историях и о ее многочисленных героях. И это приключения Соника в мире манги. И начну я, как обычно, с экскурсии в прошлое. Истоки сониковского миропостроения начались прямиком с развилки. На одной стороне было американское подразделение, а на другой – японское. В Америке принялись создавать нечто удобоваримое для себя, что будет понятно даже самому маленькому ребенку. И прямиком создали несколько историй, одну из которых можно почитать в сониковской Библии, а вот вторую можно почитать в виде комикса. И думаю, что многим фанатам эти картинки тоже знакомы. Прежде всего, комикс вспоминается по тем причинам, что там есть коричневый Соник, и это его настоящий цвет до того, как он разогнался до скорости звука. Ну и еще в комиксе есть добрый доктор Кинтобор, у которого после воздействия хаоса в буквальном смысле перевернется не только фамилия, но и характер. Но что же в это время происходило на другой стороне? Раз уж у американского подразделения было создано объяснение того, как появился Соник, то у японцев оно тоже существовало. Версий было несколько, и они немного различались друг от друга. Я расскажу вам эту историю в общих чертах, подсматривая на все версии сразу. И вот про что этот Origin. Жил-был на свете летчик-испытатель Генри Гордон. Когда он снимал шлем, у него появилась фирменная прическа, чем-то напоминавшая иголки ежа, торчащие в разные стороны. Товарища прозвали Генри Хеджхог, и из-за прозвища у Генри появилась куртка с мультяшным изображением синего ежика. У летчика была жена, Мэри Гарнет, которая по совместительству была еще и детской писательницей. Также у супруга была дочь, и ее звали Мэг. Так как летчик-испытатель по своей должности человек военный, а значит занятой, то Генри редко появлялся дома. Видя, что дочка Мэг очень скучает по отцу, Мэри решает сохранить его присутствие в виде рассказов про ежика, который красовался у отца на куртке, будто он теперь ожил и отправился в приключения. Мэг очень нравились эти рассказы, особенно те истории, где ежик попадал в приключения со своей подружкой. Тут уж сами выберите, какая подружка Соника вам больше нравится. Да и чего таить, Мэри Гарнет тоже пыталась таким образом справиться с одиночеством и поэтому придумывала истории, вспоминая о былых временах, проведенных с Генри. А меж тем Генри уходил в свой последний полет. Это были испытания по преодолению звукового барьера. И надо сказать, что в этот момент в истории появляется реально существовавший человек, а именно Чак Йегер. В реальности Йегер стал первым человеком на Земле, кто преодолел скорость звука. Но в этой истории все немного по-другому. Стоит еще добавить, что человек с именем и фамилией Генри Гордон тоже существовал на самом деле, и это был летчик-испытатель. Но все остальные факты этой истории, конечно же, были выдуманы. Йегер, как и Генри, должен стартовать на испытаниях в один и тот же день. Когда они встречаются, то желают друг другу удачи и меняются своими летными куртками. Первым летит Генри Гордон. Сначала полет проходит успешно, и Генри удается первому в этой истории преодолеть звуковой барьер. Но через несколько мгновений что-то идет не так, и истребитель Генри взрывается в небе.
Уже после этого досадного события Чак Йегер становится первым человеком, кто преодолевает скорость звука. Но он навсегда запомнил то, что до него был человек, который это сделал чуть раньше. И в память о Генри он хранит у себя куртку с синим ежиком на удачу. И даже дает имя этому синему персонажу – Ежик Соник. Тот, кто преодолел скорость звука. Со временем синий ежик на куртке стал пользоваться у пилотов популярностью и даже породил миф, что если ты наденешь куртку с Соником, то никогда не попадешь в аварию. И вот проходит много лет. Йегер навещает семью Генри и передает уже выросшей Мэг куртку ее отца. Мэг рада этой частичке из прошлого, ведь с помощью нее она опять ощущает невидимое присутствие своего папы. Так как Мэг теперь работает фотографом, то однажды она отправляется на авиашоу и надевает куртку отца. Делая фотографии, Мэг становится свидетелем столкновения двух самолетов и попадает в пожар от их обломков. Охваченная огнем и столбом дыма, Мэг оказывается в ловушке, но вдруг замечает перед собой промелькнувшую фигуру. Открыв глаза, она видит перед лицом синего ежика, который показывает ей выход из огня. Мэг выбирается из пожара, и последним ее воспоминанием перед тем, как потерять сознание, было то, что ежик грозит ей указательным пальцем, прям как когда-то любил делать ее отец. Очнувшись в больнице, Мэг вспоминает происшествие, в которое она попала, и с облегчением вздыхает, когда видит, что куртка отца не пострадала. Вот только рисунка с ежиком на ней больше нет. Было ли это чудесное спасение просто помутнением в голове? Мэг не может в это поверить. И когда она начинает проявлять фотографии с того ужасного дня на авиашоу, то замечает на пленке маленький размазанный силуэт. И он похож на Соника. И сейчас вы можете сказать мне, что за бред я вам прочитала? Какие нафиг летчики, какие детские писательницы, какие чудесные куртки, спасающие людей? Что это вообще была за бредятина? Давайте, наконец, разберемся во всем этом непотребстве. Все дело в том, что эти образы будут нам косвенно вспоминаться в манге, о которой дальше и пойдет видео. Из этого японского ориджина были взяты несколько вещей: любовь Соника к высоте и скорости, любовь к приключениям и его качество, что он всегда придет на помощь. А такой странный рассказ о Сонике, будто он действительно является духом погибшего летчика, создали в расчете на то, чтобы это выглядело как реальность, которая могла бы действительно произойти где-то в нашем мире. Но еще не стоит забывать, что место действия в этом ориджине – это, конечно же, США. По-другому и быть не могло. И так как разработчики говорили, что эта история является в некоторых аспектах истории и компании Sega тоже, то можно сделать вывод, что американский сеттинг здесь не случайен, потому что компания Sega изначально была создана американцами. И слово Sega это не какое-то там японское слово, а всего лишь словосочетание, происходящее из двух английских слов Service Games. Я не знаю, был ли расчет у японцев на то, чтобы эта оригинальная история стала каноном, но от нее не отказывались вплоть до 2001 года и включили ее в знаменитый Birthday Pack по Sonic Adventure 2. Ну да, вы можете сказать, что Sega в тот год висела на волоске своего существования, и таким образом они почтили память, с чего маскотство Соника для компании начиналось, но это был не единственный случай, когда японцы хотели, чтобы их оригинальная история увидела свет за рубежом. Мальчик, главный герой фильма, никак не может дописать свое сочинение. Он пишет про летчика-испытателя, который садится в истребитель выполнять задание. И на куртке у него красуется эмблема с Соником. Да, эта история вам уже знакома. Летчик преодолевает скорость звука, но его самолет взрывается. А та самая куртка после взрыва парит в небесах, намекая, что дух пилота не покинул нашу Землю. И поэтому я могу сделать вывод, что этот оригин делали с заделом и на Северную Америку, раз он упоминается даже в невышедшем фильме. Подытоживая всю эту информацию, что мы узнали об оригинальном японском видении, можно сделать ключевой вывод. Истории, которые продолжатся в манге, также можно отнести к тем, что могла бы придумать Мэри Гарнет. Они небольшие, с юмором, в сеттинге американской провинции, в большинстве своем. И теперь мы со спокойной совестью можем перейти к манге.
На манге, рекламирующей первого Соника, я долго останавливаться не буду, потому что там нарисован геймплей игры, как он есть. Единственное, что может показаться интересным, это отголоски ранних концептов. У Соника есть клыки, которые были запрещены в Америке. У него есть музыкальная группа, где в живых остался только Вектор. Ну и стоит обратить внимание на одну из фанаток Соника, которая похожа на Эми, только в человеческом обличье. Кстати, помимо badников из игр, здесь есть еще ребята посерьезнее, а также бета-названия уровней первой игры. Манга, о которой пойдет речь в видео, выходила с 92 по 94 год и предназначалась для детской аудитории начальных и средних классов. Для начальной школы манга была с упором на юмор, а для средней школы истории были немного серьезнее. Все это печаталось в издании Шогакукан. Кто читает мангу, думаю, знаком с этим издательством. И чтобы дальше было понятно, я проясню, почему манга делится на части и у нее есть какие-то непонятные названия в заголовках. Дело в том, что Шогакукан выпускал ежемесячники специально по классу, в котором учится ребенок. То есть Шогаку Ичи Нинсей был журналом для первоклассников, Ниненсей для второклассников, Саненсей для третьего класса, Юненсей для 4-го, Ганенсей и Рокуненсей для 5-го и 6-го класса соответственно. Также в дочернем издательстве все того же Шогакукан, которое называлось Кор Комикс, выходили несколько специальных выпусков. Еще манга попала в японский мануал по Sonic 2 и даже выпустилась как отдельная книжка. Чтобы дальше не путаться, я буду называть мангу по тому классу, для которого она выходила. И самыми первыми главами, которые стартовали в апреле 92 года, будут главы для всех классов, кроме первого. Для первого класса история начнется только в майском выпуске, а спешлы в Кора начнут публиковаться в августе 92-го. Как я и сказала в самом начале, помимо манги в журнале также были иллюстрированные рассказы, и выходили они для 4 класса. Эдакое внеклассное чтение. Кстати, забавно, что они выходили под названием The Adventures of Sonic the Hedgehog. Даже не знаю, вдохновлялся ли мультсериал, который вышел позже, манговскими историями и миром, что навряд ли, но факт есть факт. Над мангой и рассказами работало 6 художников. Санга Моримото рисовал и придумывал истории для 1, 2 и 6 класса. Мицуо Кимура рисовал и писал для класса 1. Хироказу Кикава рисовал и писал для 3 и 5 класса. Спешлов Кора иллюстрировал и писал Танака Коичи. А у рассказов было аж 2 художника. Сначала их иллюстрировал Нарихиро Мацубара, а за ним Йошихико Очи. Написанием ориджина для манги занимался Кенджи Тирада, у которого на тот момент уже был интересный послужной список. Помимо того, что Кенджи создал сценарий для первых 3 финалок, у него за плечами также имелась работа с некоторыми аниме. Например, он участвовал в сценарии для такой классики, как «Капризы апельсиновой улицы», «Грязная парочка» и «Космические приключения Кобры». Именно Кенджи был тем, кто разработал концепт для всей манги и ее основные положения в плане небольшой переработки японского ориджина, добавив персонажей и разные места действия. С художниками и сценаристами мы разобрались, перейдем к главным героям. В ежином городе живет с виду самая обычная семейка ежей. Туда входят папа-летчик Полли, мама-домохозяйка Бренда, нет, не это, их старший сын Ники и его младшая сестра Таня. Только у Санга Моримото она будет называться Анитой, но так как у всех остальных она Таня, то я буду называть ее так же. У Ники еще есть девушка, которую зовут Эми. И из-за того, что Ники у нас парень неуклюжий, трусливый и вечно попадающий в передряги, с ним постоянно происходят приключения. А также у Ники имеется секрет. Когда дела совсем плохи, он может превращаться в Соника. Но сам этого не помнит и думает, что Соник это какой-то хвостун, спасающий всех ради славы. Еще у Ники есть друг маленький Джон, который любит вкусно покушать. Сюжет почти не двигает и создан для комичного эффекта. Вот и спелись наши аутсайдеры. Что же мне все это напоминает? Досаждать Ники, который просто хочет спокойно жить, будет семейка ящериц. Говорят, что их выводок состоит из 42 особей, но главными из них будут только несколько. И фамилия у них у всех Верука, то есть Бородавка.
Самым противным рептилоидом будет Антон, эдакий хулиган, делающий только то, что он хочет, и не считающийся с чужим мнением. Ходит с цепью, которой на всех любит замахиваться. В помощниках у Антона будут 3 его младших брата – Мэтт, Тодд и Хат, а также сестра Мигу. И если Хат, Мэтт и Мигу также отличаются скверным характером, то тот из всего этого детсада является самым спокойным, унаследовавшим характер отца, но все равно делающий пакости за компанию. Отца семейства зовут Хоги, и он просто бледная тень за своей огромной женой, которую зовут Вера. В перерывах мешать жизни Ники, а точнее Сонику, будет доктор Эггман со своими бадниками. Получаться у него, конечно же, все будет из рук вон плохо, но в финале этой истории он сможет показать, из чего сделан. Хоть в манге и были некоторые основы, которых придерживались все авторы, иногда они добавляли что-то от себя. И вот у Санго Моримото эти отличия очень сильно бросаются в глаза. Если вы начнете читать его истории для 2 класса, то зададитесь вопросом, почему Эми вообще не похожа на себя, а Ники стал коричневого цвета. И вот тут можно предположить, что Санго взялся за работу самым первым и почему-то получил от Сеги наработки от американского подразделения. Вспоминаем Соника из рекламного комикса, и вроде все встает на свои места. Но что насчет Эми? А вот внешность Эми Моримото взял с Салли. Нет, не с этой, а именно с Рики, которого в американском мануале переделали в Салли Аккорн и присобачили к нему бантик. И именно эти несоответствия будут маячить перед глазами вплоть до самого конца истории от Санго. Так что если Ники из коричневого будет становиться синим, то просто знайте, что это стилистические выкрутасы неопределившегося Санго. Все истории в манге будут начинаться примерно одинаково. Событие, когда Ники впервые почувствует свою силу и незаметно для себя станет Соником. У Санго Моримото начало будет таким. Ники возвращается из школы вместе с Эми, а на Эми уже положил глаз Антон. И раз уж он живет по принципу полнейшего хулигана, то просто хватает Эми, а Ники пихает куда подальше. Не выдержав такой несправедливости, Ники превращается в Соника и ехидно смеется синими руками. Ежик защищает Эми от наглой ящерицы, а затем исчезает. И все дальнейшие истории будут такого же масштаба. Ники дают прикурить, он начинает бормотать, что хочет стать сильнее, и становится Соником. Через некоторое время слухи о крутом еже доходят и до Эггмана. Кстати, у последнего внешность тоже не очень похожа на ту, которую вы можете увидеть в игре и на официальных артах. Скорее всего, дело было в американских концептах и понимании, что он человек-яйцо в буквальном смысле. Эггман хочет выяснить, откуда у Соника такая сила, чтобы, конечно же, ей воспользоваться. Но Соника ведь так просто не проведешь. И Эггман начинает строить планы, как бы ему заполучить всю информацию о силе ежа. А тем временем юный Ники приходит к отцу и привычно спрашивает, кто такой этот Соник и почему он его никогда не видел. И тут отец начинает пересказывать японский оригин. Это сейчас он летает для души и развозит посылки для почтовой службы, а раньше он летал на истребителе и преодолел скорость звука. Но потом самолет начал падать, и только голос Соника и его присутствие, который считается у пилотов удачей, смогли спасти отца от гибели. И когда в очередной раз отец полетит доставлять посылки, он берет с собой Ники. Одна из посылок заинтересовывает мальчика своей необычностью, так как это сундук с часами. Но открыть его Ники не успевает, потому что доктор Эггман ловит отца и сына. Доктор пытается выведать у несчастных ежей информацию о Сонике и идет допрос с пристрастием. Но Нике удается быть незамеченным, и он становится Соником. Начинается битва, из-за которой от шума и грохота просыпается то, что сидело в сундуке с часами. И это, оказывается, Чарми? У Санго Моримото пчел модный, с розовыми волосами, а вот у других авторов и в играх он будет стыдливо прикрывать свою шевелюру шлемом. Но мы-то знаем, какой он красивый. Оказывается, маленький Чарми с помощью часиков на сундуке может откатывать время. Таймытер,
Пошел-ка ты отсюда нафиг. Но откатывать стрелки и выигрывать время для Соника у Чарми долго не получится. Так как он микрочел, Эгман просто хлопает его как комара, а сам дотягивается до игрушки дьявола и начинает поворачивать время вспять. Но что-то идет не так, и Эгман превращается... В кого бы вы думали? Он превращается в грудного ребенка. На помощь помолодевшему злодею тут же прибегает Бадник-нянька, которую зовут Мама Лимонад. Я думаю, с такой внешностью она бы отлично вписалась в One Piece, но она иссякайнулась в Сонике. И пусть даже Эгман помолодел, проказником он от этого быть не перестал. Напустил вони, а потом оформил золотой дождь няньке в лицо. Конечно же, Мама Лимонад такого простить не может и лупит Эгмана, отчего он наконец-то принимает свой прежний вид. За то, что няня вела себя с создателем неподобающим образом и замахивалась на него, доктор дает няньке леща. Надеюсь, она попала на остров Скрабников. После всей этой оказии Эгман надевает красный кэнди-бобер и запускает новое оружие – холодильник-метелица с лицом, напоминающим Соника. Ну вы поняли, на что это отсылка? Он красный, и его супероружие – это мороз. Тупые совки, которые к тому времени уже распались, до сих пор приходят пугать детей по ту сторону изгороди. Если честно, мне становится душновато от всего бреда, который на нас свалил Санга Моримота, хотя это все еще лучше того, что происходит в Аостхе. Понятно, что Соник выйдет победителем и из этой схватки, пусть даже его и заморозили, но Эгман все равно от своего тоже не отказывается и продолжает пакостить. Дальше будет несколько выпусков, посвященных новой игре Sonic 2. Считайте, что это ее реклама. Кстати, в главах по Sonic 2 изумруды будут не похожи сами на себя. Они скорее напоминают таймстоуны. Ну, и это и не удивительно, потому что если канон формируется до сих пор, то прошлые неточности можно списать на обычную недоработку материала. Ближе к концу манги врагам и друзьям придется объединиться, чтобы помочь Сонику, потому что на стороне Эгмана есть изумруды, с которыми он стал еще сильней. И вот как раз когда все объединились и направили свои мысли на то, чтобы Соник победил, ведь изумруды — это мощь, усиленная сердцем, то Соник из них черпает позитивную энергию и добивает Эгмана. Тем временем для доктора эта встреча не проходит бесследно. Он начинает думать об Эми, которая ему понравилась, и хочет выразить ей свои чувства в виде письма. Но домой к Эгману бесцеремонно вваливаются Соник с Тейлзом и читают его признание. Конечно же, они поднимают насмех любвеобильного доктора, за что он их вышвыривает и несется на своем баднике прямиком к Эми. Распугав весь народ, Эгман передает ежихе свое письмо, и уже в следующей главе доктор Эгман приходит к выводу, что если он хочет быть поближе к Эми и познать радости обычной жизни, ему всего лишь надо стать добрее, что он и делает в финале этой истории. Доктор сбривает свои усы, становится моложе и теперь дружит с Соником. Вот на такой позитивной ноте заканчивается манга про Соника для 2 класса, но не заканчивается она для других классов и для Санга Моримота тоже. Пойдемте смотреть, что мангака накуролесил для класса постарше. Для 6 класса все почти то же самое в плане сюжета, только рисунки стали не цветными, а обычными двухцветными. И прям сначала нас встречает отсылка на Тома и Джерри, которые зашли полакомиться в пиццерию. Опять начинается заварушка Ники и Антона, они друг с другом дерутся, а Эми в конце клеится к своему спасителю Сонику. Но, к сожалению, Соник исчезает, и приходится вспомнить, что у нее есть тюфячок Ники, который не может постоять за себя. Но Эми в глубине души надеется, что Ники сможет стать таким же храбрым, как и Соник. Тем временем в доме ящериц Антона отчитывает необъятная мамаша Вера и говорит, что он позорит семью, потому что его пакости не удаются. Раз у него ничего не получается, мама требует взять младших братьев и одну сестру, которые точно помогут хулиганить на славу. Но так как Соник уже пробудился в теле Ники, то ящерицам остается только сушить сухари и не выделываться.
Дальше по сюжету появляется Эггман, который любит переодеваться во всякие наряды. И на этот раз, чтобы не вызывать подозрений, он становится полицейским и уговаривает Антона сделать для него хорошее дело, а именно полезть в его машину и поймать Соника, потому что последний портит все планы полиции и нарушает закон, запрещающий нарушать закон. Но вы все знаете конец этой истории, потому что ничего у злодеев не получится, как бы они ни старались. Правда, Эггман упрямый, и до него не сразу доходит, что он еще много раз получит по усам. И вот мы добрались до пляжного эпизода. Эми здесь приоткрывает свои прелести, потому что ей есть что показать. Мимо такого, конечно же, не может пройти Антон и начинает неистово Эми облизывать. Ежиха визжит на весь пляж, и к ней прибегает Ники. Пока они с Антоном начинают выяснять отношения, то не замечают, что проваливаются в зыбучие пески. И в песке их как раз ловит Эггман в надежде опять Соника заполучить. Но Соник у нас смышленый и не дает себя захватить. Дальше ушлый Эггман оденется в костюм средневекового палача и начнет утверждать, что он здесь судья. Потом переоденется в пародию на полковника из Kentucky Fried Chicken, а нет, это больше похоже на King Foods Людянка, и начнет порабощать всех ежей из города, потому что они ему поверили, что в его магазине все бесплатное. Но на этот раз Соник не остается без команды, ведь о его геройствах дошли слухи до лисенка с двумя хвостами, и он захотел сам взглянуть, кто такой этот Соник. На самом деле вот Тейлз обусловлен тем, что в конце ноября вышел Соник 2, и таким образом Тейлз появляется во всех мангах, кроме рассказа. Партия сказала надо, мангаки ответили ща оформим. Так что Тейлз теперь тоже мангашный персонаж. Повторится сюжет с Морозом и Метелицей, только у Эггмана будет другой бадник. Это Мамонт, которого он заскамил. Опять надев Кэнди Бобер, Эггман через Мамонта-бадника начинает насылать пургу. Вот только Мамонт оказывается не железным, а вполне уязвимым и чихает от холода так, что улетает вместе с Эггманом на Луну. Дальше доктор пойдет во все тяжкие, будет наряжаться в мужчину в колготках, потом в урокера. В конце он вообще обнаглеет и оденется в отца Ники, а потом и сам станет Соником. Ничего не напоминает? Man of the Year, между прочим. Эта история оканчивается Асанго Моримото очень сумбурно. Соник в очередной раз побеждает Эггмана, а Ники никак не изменился. Выводов никаких не было сделано. Может быть, они есть у других авторов? Переходим к первому классу. Рисовал веселые картинки для первоклассников Мицуо Кимура, но долго он не продержался, и его заменил, кто бы вы думали? Правильно, Санго Моримото. Пока мангу рисовал Мицуо, сюжет идет ровным строем, но как только пришел Санго, уровень бреда начинает расти в геометрической прогрессии. И хотя истории эти проще, чем все остальные, я расскажу, что тут самое интересное. Конечно, вы уже успели запомнить, что начало происходит из-за того, что к Эми обязательно пристанет Антон. Эми идет из магазина, и накупила она себе что-то вкусное. Ее видит Антошка и начинает приставать. Как хорошо, что рядом прячется Соник, который не даст ее в обиду. И как только он дает подзатыльник Антону, то за свои хорошие дела берет у Эми из корзинки одно яблочко. Ну а что, за хорошие дела тоже надо платить. Эми, конечно же, восхищена и рассказывает о новом синем герое Нике и его другу маленькому Джону. Но Антон та еще козявка и прибегает мстить Эми прямо во время разговора. Соник опять дает ящерице смачного пинка и долбит его прямо о яблоню. Хоть Соник и взял у Эми наливных, но сполна ей яблочки вернул. Доктор Эггман тоже не дремлет. Но у него наконец-то появляется не какой-то смешной бадник, а самый настоящий трансформер. Правда, ножки у него неустойчивые, и Соник его просто опрокидывает. Потом появляется Тейлз, который хочет быть Сонику надежным другом, но новоиспеченным приятелям предстоит узнать, что Эми похищена Эггманом. И дальше начинается рисовка от Санго. Пока Соник отвлекает Эггмана на себя, Тейлз вызволяет Эми, и после этих приключений все идут на званый ужин. Правда, Тейлз почему-то не пришел, летал, наверное, где-то. Пока все кушают бесплатные голубцы сами представьте, что они там едят, Ники немного опаздывает.
А вот одаривает всех голубцами какая-то бабуля, которая мне кого-то напоминает. Хоть в манге использован собирательный образ типичной американской служанки с середины 20 века или около того, она мне напомнила ту же Эллу из Sonic X. Но вы знаете, что за всеми людьми в этой манге стоит только Эгман, который любит наряжаться и в женщин тоже. Видимо, мужика в колготках было недостаточно. А меж тем голубцы оказываются с подвохом, от которых все их попробовавшие становятся как окаменелые статуи. Поэтому Сонику надо раздобыть лекарство, точнее выбить его из рук Эгмана, что он и делает в конце. Все счастливы, расходитесь. Ну почти. Дальше будет опять охота за изумрудом. Потом Эгман сделает банника Джина, а ездить будет на большой лампе. Ближе к концу он создаст жучок в виде самого себя, скрещенного с тараканом, а затем начнет приставать к Эми, чтобы та ответила ему взаимностью. В конце этой манги Эгман все же сделает доброе дело, направит своего бадника-пингвина не на разрушение, а на созидание. Точнее, он сделает из него кондиционер, чтобы можно было охладиться в жаркий денек. И на этом спасибо. Вот такое окончание будет у комикса для первоклашек. Итого у нас осталось еще 3 класса и спешлы. Для рассказов 3 класса у нас наконец-то появился новый персонаж, который будет задействован в сюжете, а именно Таня, сестра Ники. Манга у нас все так же повествует о приключениях нового героя Соника и ничего не понимающего Ники. И сначала она приобретает вид Янкомы. Это такие короткие комиксы на 4 панели. Хотя ближе к концу манга станет настоящей и панелей будет больше. Мне нравится, как тут подается сюжет, и рисунок тут более приятный, тем более и перегибов тут не замечено, и совсем уж странностей. Это действительно те комиксы, которые просто приятно прочитать. В первом появлении Соника он напишет свое имя на газоне, от чего заставит сердиться владельца, покажет, как работает сониковское чутье. Тут даже будет своеобразный лос, потому что Соник прокатит свою сестренку с ветерком, а она от этого сляжет. Антону тоже достанется, потому что его научат хорошим манерам. Однажды Эми забывает зонтик дома, и Соник не придумывает ничего лучше, как вытащить с корнями елку и проводить под ее лапами Эми. Короче, вся манга будет состоять из таких смешных и немного абсурдных ситуаций. То Чарми станет зубочисткой, потому что его жалом удобно ковырять в зубах, то Соник сделает лицо а-ля Фан из Infinite. Эгман будет мстить быстрому ежику и украдет для этого Таню. Но Таня сама не из робкого десятка и начнет капризничать. Да так, что Эгман не сможет ее вывести. Потом на помощь, конечно же, придет Соник, и ежики сбегут с его тайной базы. Ну а дальше начинается подготовка ко второму Сонику. Прилетает Тейлз, и вместе с Соником они получают изумруд, опять неправильной формы. Надо сказать, что из всех пересказов, что будет о втором Сонике, эти пересказы самые хорошие. Тут будет и упоминание Emerald Hill, Special Stage, Казино, Sky Chase и даже Wing Fortress с Десегом. Жаль, только битва смеха с Соником будет всего на пару страниц. Но на этом сходство со вторым Соником не заканчиваются. И я теряюсь в догадках, могло ли быть происходящее дальше, пусть и не полностью, но возможным развитием событий, от которого отказались в игре. Дальше у вас будет история про цирк, где всем заправляет Эгман со своими бадниками, и вот во время представления доктор похищает Эми. А так как Эми была в цирке не одна, то ее бегут спасать Соник, Тейлз и даже Чарми. Дав люлей усачу на бурмашине, друзья отправляются дальше. Но вдруг Соника смывает водяным потоком. Мне особенно понравилось, как на это отреагировал Тейлз. Он немного сгрустнул, но сразу же обрадовался, ведь теперь он станет главным персонажем, так как синего ежика смыло. Но Тейлз еще не совсем понимает, как правильно ему надо геройствовать, чтобы быть преемником Соника, и получает от бадников нагоняй. Хорошо, что Соника смыло не навсегда, и он возвращается, рассказывая при этом секрет про саму игру, что можно попасть в дыры в стене, где лежит монитор. Раскидав всех бадников, троица отправляется на химзавод, где Эгман уже приготовил оборону.
Конечно же, Соник и Тейлз ловятся к бадникам-граберам, который при захвате добычи начинает процесс самоликвидации. Но есть же еще один герой, который в злые лапки не попал. И это Чарми. Так как он маленький, то его просто не заметили, и пчела от радости начинает петь, что он крутой. Но Соник и Тейлз быстро возвращают его на землю и слезно просят им помочь, а не то они взорвутся. Чарми начинает долгую возню с протыканием нитки, на которой бадник висит, и за пару секунд до ему все же удается вызволить друзей, и они спасаются бегством. Но тут, откуда ни возьмись, появляется Эггман и начинает стрелять жижей с химзавода по нашей троице. В итоге доктор запускал жижу так, что она разнесла пол завода. И в руинах наши герои находят Эми, которая сидела в капсуле. Доктор проигрывает, но, как обычно, не сдается, потому что ему надо позориться до конца. Но даже его бадник, безногий Экроба, вызывает у друзей только смех, и они говорят Эггману, что он похож на неваляшку. Но ничего, Эггман еще отыграется в следующих историях. Кстати, в истории про спортивный день на заднем плане можно увидеть персонажей, которые похожи на белку Рэя и дятла Бина. Может быть, птица была отсылкой на Dynamite Dax? А у нас с вами истории для 5 класса. И прямо с первых страниц нам жирно намекают, что Соник очень популярен в Америке, и действие будет происходить в похожем сеттинге. Нас опять встречают Эми, Таня и Ники. Таня катается на скейте и хочет, чтобы ее брат тоже освоил доску. Но Ники в спорте не силен и делает себе дополнительные колесики. И об этом слышит Антошка, который пришел Ники побуллить. Он дает очкарику смачный пинок, и Ники улетает в кусты. В кустах его ждет чудесное преображение, потому что именно там он превращается в Соника и преподает Антошке урок. Расправившись с Антоном, Соник уезжает в закат и прощается с нашими девчонками, называя их милашками. Конечно, девочки от этого под большим впечатлением. Эми начинает рассказывать всем в школе о том, как повстречала Соника. Учащийся в одном классе Ники лишь медленно офигевает, что его даме сердца больше по нраву Соник, чем он. И вообще Эми говорит классу, что Ники жалкий, и отворачивается от него. Но на помощь приходит малыш Джон, который Ники поддерживает и предлагает развеяться и посидеть в кафешке. И вот наши друзья сидят за столиком, к ним присоединилась еще и Таня. А Джон как раз притащил свой новенький бумеранг и не нашел ничего лучше, как начать запускать его прямо в кафе. В это время в кафе вваливается орава ящеров, то есть Антон и его братья с сестрой. Они, естественно, замечают Ники и начинают на него быковать. Ники всех очень боится и вымаливает прощение у Антона, предлагая свое мороженое на то, чтобы к нему не приставали. Но Антону-то все равно, сам процесс над кем-нибудь поиздеваться ему жизненно необходим, и поэтому в Ники начинает поочередно бросать мороженое, и в конце концов он получает пинок под зад. А возвращается уже с Соником. Вот как действуют живительные пинки. Когда Соник расправляется с Антошкой, то говорит, что не будет терять время на женщин и детей, имея в виду сестру и братьев Антошки. Увидев синего ежа, младшая сестра Мигу берет Таню в заложницы и угрожает ее порезать своим ножичком. И, прикрываясь сестрой, вся компания ящериц убегает к себе домой в пещеру. А меж тем, очень вовремя пролетает на самолете отец Ники, и Соник на нем летит прямиком в логово плохишей. Там он спасает Таню, и с этого момента начинают распространяться слухи, что Соник появляется там, где появляется Ники. Доктор Эггман, услышав истории о супереже, на следующий день крадет Ники и хочет пытками заставить его рассказать секрет Соника. Но Ники-то его никогда не видел и прямо отвечает доктору. Пока доктор думает, что делать дальше, он решает перекусить и оставляет Ники одного. А Ники тем временем превращается в Соника и разносит сверхсекретную базу доктора. Следующая история происходит уже под Новый год. Доктор Эггман здесь в роли доброго Деда Мороза, который подарил жителям города своих бадников. Но бадники оказались с подвохом и начинают терроризировать жителей. Отважный Соник берется все разрулить.
Но у Эгмана появляется новое оружие. Это его вонючие носки, которыми он закидывает Соника. Синий еж не может пошевелиться от вони, и доктор украшает его тушкой свой праздничный торт. Но так как у нас выпуск предновогодний, то вы сами знаете, какой персонаж должен появиться в связи с новой игрой. И это Тейлз собственной персоной. Он помогает Сонику, и они вместе сажают Эгмана на елку, чтобы он повисел как звезда. За то время, как Соник исчез, Тейлз успевает подружиться с Ники и Эми. Теперь они хорошие друзья и идут устраивать пикник на природе. Пока они ищут подходящее местечко, то замечают странные цветы, которые оказываются бадниками. Значит, неподалеку доктор Эгман. И это действительно так. Эгман показывается из своего укрытия и уносит Тейлза вместе с собой. А тем временем Ники и Эми остаются одни. Эми видит, что у Ники небольшая рана и перевязывает ее своей ленточкой. Но она также вспоминает про Тейлза и говорит, что его нужно спасти. Ники, как и подобает трусишке, говорит, что им лучше убраться подальше. Но Эми так поступить не может и решает пойти вызволять Тейлза сама. Когда Эми приходит на фан-встречу Эгмана, то решает его переубедить красноречием, но доктор угрожает ей бадниками. Пока она с ним толкует, появляется Соник и спасает Тейлза. Эми мчится к герою, чтобы его отблагодарить, но замечает, что на ноге Соника точно такая же ленточка, какую она перевязала на ногу Ники. Эми начинает что-то подозревать. Потом Соник и Тейлз узнают, что у Эгмана есть специальные приборы, с помощью которых он промывает мозги обычным зверушкам-жителям. Эта история получит распространение и дальше, но в спешле Кора-Кора. Кому-то из нашей троицы предстоит ощутить на себе манипулирование Эгмана, но пока не будем забегать дальше. Когда Эми вновь видит Ники с перевязанной ногой, то начинает уговаривать себя, что трусишка не может быть Соником, а ей просто показалось. Но все дальнейшие факты появления Соника и пропажи Ники начинают складываться в явную картину, и Тейлз тоже начинает об этом задумываться. Еще одна глава по мотивам Man of the Year из Sonic Jam продолжает мангу. Эгман опять надевает ростовую куклу Соника и начинает промышлять грабежами, вождением в нетрезвом виде и мелкими пакостями. Как только с него снимут костюм Соника, он начнет переодеваться в костюм Тейлза. Следующая история будет про климатическое оружие. Эгман ночью чуть-чуть изменит гравитационное поле Земли. Нет, не так. Эгман нацепит на Соника свой жучок, и за ним будет гоняться туча, которая постоянно будет дождить. Ну, а так как Соник у нас не любитель воды, то придется ему эту тучу рассеивать. Манга для 5 класса заканчивается на пляжном эпизоде. Ники, Эми и Тейлз решают отдохнуть на воде и плывут на матрасе, но рядом с ними появляется Эгман на баднике-ките. Хорошо, что настоящие киты замечают бадника и делают ему пробоину в брюхе. А теперь давайте перейдем к рассказам 4 класса. Рассказы несколько отличаются от того, что было в манге. Тут развитие идет своим чередом, и будет даже несколько новых персонажей. Нам же лучше, потому что читать, как Соник и Антошка сцепились по пьяни, а Эгман создал потешного бадника, нас этим уже не удивишь. Нам подавай что-то новое. И кажется, здесь это будет. Встречает нас титульник, который вкратце описывает завязку сюжета. Соник у нас суперзвезда и любитель прыжков с пола. Но только один ежик его не видел, и это Ники. Готовы узнать секрет, почему он никогда не видел Соника? Если не готовы, то просто не читайте, а если готовы, то присаживайтесь. Ники, его сестра Таня и их мама и папа живут на небольшом островке посередине озера. Так как отец пилот, то он сделал себе взлетно-посадочную полосу, и Ники очень любит провожать и встречать отца, потому что в этот момент он еще и любуется красотами восходов и закатов. Но один раз его любование пейзажем прерывает сестра Таня и просит посмотреть, что у нее за новая штуковина. Конечно, Ники идет смотреть, что сестра раздобыла, и оказывается, она стащила у малыша Джона летающий скейт.
Но Джон все это слышал и вышел посмотреть, что делают друзья. Здесь мы узнаем, что отец Джона, оказывается, любит создавать всякие механизмы и приблуды. Если бы кинокомпания купила у отца его изобретение, то мы бы уже давно озолотились, говорит Джон, явно намекая, что летающий скейт мог быть использован для фильма «Назад в будущее 2». А Таня, между тем, настолько залеталась, что случайно приземлилась в моторную лодочку, и когда Ники с Джоном пойдут ее вытаскивать, то сами в нее свалятся. Найсбот удивительным образом заведется и покатит наших ежиков в неизвестные дали. Попытки остановить лодку не приносят успеха, а разыгравшаяся буря только сулила нехорошие мысли. Но Ники замечает вдалеке какой-то остров, надо срочно попасть туда или их накроют волны. Не придумав ничего лучше, как с помощью Джона сломать ручку мотора и ей гребсти, троица попадает на близлежащий остров, и в этот момент к ним подлетает Чарми. Зачем к ним прилетел Чарми, неясно, но так как ребята уже на острове, они решают его осмотреть и попадают в пещеру, которая внезапно наполнена всякими игрушками и сладостями. Не понимая, как здесь взялось столько вещей, они вдруг слышат шаги и решают спрятаться. И видят, кого бы вы думали? Антона, который чахнет над всеми этими игрушками и облизывает чупа-чупс с принцессой Пич. Теперь стало понятно, что друзья попали прямиком в логово Антона и его семейки, а все награбленное и отнятое ящерицы просто тащили себе в дом. Потом к Антону присоединяются его младшие братья и сестра, а ежики продолжают смотреть из засады и думать, как им отсюда выбраться. И все бы ничего, но малыш Джон не может удержаться, смотря на еду, и выбегает попробовать сладость, чем палит всех остальных. Троицу замечают ящеры и подвешивают их к потолку для дальнейшего разбирательства. Но еще один дружок не был пойман, и это Чарми. Он начинает хвалиться, что он крутой, раз его не поймали, вместо того, чтобы помочь всем остальным. А тем временем Антошка и его братья с сестрой идут на поклон к их мамаше. Мама у ящериц описывается как громогласная и властная женщина, которую все в семье слушаются и боятся сказать что-то поперек. Даже отец боится свою жену Веру. Чарми, который полетел разведывать обстановку и попал на эту сцену, не смог удержаться и пискнул от страха, увидев огромную и злобную мамку. Ящерицы все это слышат, а маму этот звук только злит. Но для того, чтобы разрядить обстановку, отец начинает отплясывать с чашкой и блюдцем. Главное, чтобы мама не разгневалась. Ящерицы рассказывают, что они поймали Ники вместе с сестрой и Джоном. Вера закатывается громким смехом и дает понять, что ничего хорошего для семейки не будет, если эти трое сбегут, поэтому надо за ними хорошо присмотреть. Пока Чарми подслушивает важный разговор, он узнает, что все эти игрушки и сладости были специально припасены для того, чтобы их продать. И покупателям оказываются живые куклы принца и принцессы из королевства игрушек. Ходят слухи, что они хотят похитить радость на всей земле, отбирая у детей сладости и игрушки. Опомнившись после этого рассказа, Чарми решает действовать и крадет с кухни ножик у ящериц. Вернувшись, он отдает нож ежикам, и теперь они могут благополучно свалить. Но кое-что останавливает Ники, потому что он приметил в горе детских вещей нечто особенное. Это были часы с фигуркой русалки, которые принадлежали Эми, однокласснице Ники, и у него в голове вдруг промелькнули воспоминания. Будучи у Эми в гостях, Ники заметил эти часики и сказал, что они довольно необычные. Всегда веселая Эми вдруг резко пригрустнула и рассказала Нике, что эти необычные часы были любимой вещью ее бабушки. Она не могла уснуть, если не слышала их тиканье, и даже перед смертью завещала эти часики Эми, поэтому они стоят у нее в комнате. Но Эми все еще сожалеет о том, что не смогла быть с бабушкой в ее последние минуты, и ей до сих пор от этого грустно. У Ники никак не выходил из головы образ несчастной Эми. Как здесь оказались ее часы, вопрос, конечно, интересный, но Ники решает вернуть то, что принадлежало его однокласснице, и лезет на гору из игрушек. А внизу Ники уже караулят Веруки.
И тут вдруг происходит вспышка, и Ники пропадает. Неужели он пропал насовсем? Ящерицы не могут в это поверить, а Джон и Таня начинают паниковать. Но яркая вспышка света – это было не что иное, как появление Соника. Но не только Соник решил появиться в этот момент. К острову начало подплывать все больше кораблей с королевства игрушек. И они ведь приехали за своим добром. И тут начинается драка со стойкими оловянными солдатиками. Оказывается, что за всеми этими оживлениями игрушек стоит безумная ведьма. Живых людей она превращала в ледяные статуи, а игрушками манипулировала и хотела с их помощью захватить весь мир. Соник разбивает ее колдовские чары своими суперприемами, и ведьма тонет в морских пучинах. Игрушки снова становятся добрыми. И именно в этот момент появляется Ники. Таня и Джон, которые посчитали его утонувшим, уставились в недоумении. Ники держал часы с русалкой. Их срочно нужно вернуть Эми. Через несколько дней спустя Ники будет приглашен на день рождения Эми и захочет отдать часы именно на ее праздник. Но Ники также очень рад этому приглашению еще и потому, что он сможет быть рядом с Эми подольше, так как она ему нравится. Пока идет праздник, мы узнаем, что у Эми есть две закадычные подружки – мышка Моника и, не путать с Тейлзом, лисичка Патти. Но вскоре все внимание с дня рождения перемещается на небо, так как там падает звезда или что-то похожее на нее. Завороженные этим чудом, гости смотрят и восхищаются происходящим. Но они еще не знают, что это не упавшая звезда, а всего лишь приземлившийся доктор Эггман, который скоро будет давать нагоняй всем жителям этого ежиного городка. На следующий день, уже идя в школу, Ники и Таня вспоминают, как они вчера праздновали день рождения, и, конечно же, задаются вопросом, что же тогда упало с неба, и Вселенная подает им знак. На дороге они видят Эггмана, одетого в форму, который работает регулировщиком движения. Помимо того, что усатый дядя показывает, куда ехать, он еще и отплясывает и ходит лунной походкой. И именно поэтому в рассказе ежиками вспоминается Майкл Джексон и его танцы. Странный мужичок, появившийся в городе, начал обрастать слухами. И пока Ники смотрел на танцующего Эггмана, сзади подкрадываются ящерицы и хотят опять надавать ему по шее. Но Ники успевает убежать, и ящерицы-четверняшки вместо этого нападают на Эггмана и разбивают его бадника. Взрыв не заставил себя долго ждать. А тем временем, пытаясь добраться до школы, Ники встречает по дороге Эми, но идиллию от встречи с Эми прерывает машина, которая несется прямо на нее. Ники резко подрывается, чтобы спасти Эми, и, о чудо, превращается в Соника. У Эггмана так вообще жидким из штанов потекло, судя по переводу. Эми ненадолго приходит в себя от шока и таращится на Соника, а затем спрашивает, как его зовут. Но что он скажет, вам уже давно известно. «Я ежик Соник». После этих слов Эми падает в обморок обратно. Соник начинает играться с Эггманом и его бадниками. Маленького бадника зовут Бакан, может, это был брат Бакуна? А второго побольше зовут Омлет с рисом, или же Амурайс по-японски. И еще один знакомый бадник появляется вновь. На этот раз он пылесос-метелица, а не холодильник. Но, надавав люлей батникам, Соник вдруг исчезает. Зато Эггман, удостоверившись в силе Соника, начинает фирменно хохотать и жаждет мести. На следующее утро Эми приходит в школу и показывает, что некий аноним прислал ей посылку с ужасной аудиокассетой. Представьте сами, что там может быть, и кое-что еще. Целое яйцо. Осмелившись ставить кассету в плеер, друзья слышат странный голос, который предупреждает, что с Эми случится несчастье через 3 дня. Но его можно избежать, если она хлопнет в ладоши 10 раз, посмотрит под подушку и найдет Соника. Ладно, я шучу, ей просто надо, чтобы появился Соник. Как и водится раньше, Эггман все подслушивает, и эту страничку переводчик интерпретирует в лучших традициях потраченного перевода. Эггман тут настолько гениален, что звучит его пердеж, а в конце кричит про какающего осьминога. Ну не гений ли?
Так как у ребят начался урок, то они вынуждены немного абстрагироваться от всяких непонятных штук. Сейчас у них урок труда, на котором они будут печь пирог. И в этом им помогает учительница мисс Винг. Как только она замечает у Эми яйцо, то думает, что девочка принесла его специально для готовки, и мисс Винг просто кладет его в общую кучу. Теперь яйцо непонятного происхождения отыскать очень затруднительно среди всех остальных. Позже Эгман сам пойдет искать свое яйцо в стоге других яиц, потому что, увидев учительницу, ему вдруг перехотелось, чтобы она взорвалась, и он принимает удар на себя. После того, как пирог испечен, все забрали себе по несколько кусочков домой, и когда Ники возвращается к себе вместе с Эми, то к нему подлетает Чарми и слезно уговаривает дать ему вкусняшек. Но не только Чарми положил глаз на сладкие кусочки. Эгман следит за Ники, и пока тот разговаривает с Чарми, то через своего бадника впрыскивает яд, от которого пироги должны взорваться, если их откусить. Но ведь не только Чарми учуял сладкое, потому что любители буллинга из семейства Верука тоже тут как тут. И они отбирают у Ники кусочки пирога, а через несколько секунд происходят взрывы. Добавить побольше трэша в ситуацию хочет доктор Эгман и опять наускивает своего бадника-паука, чтобы тот схватил Эми в кокон и подвесил ее на высоте. Но теперь-то Соник точно должен появиться. Эгман в предвкушении потирает руки. Ники, загнанный в угол такими событиями, как обычно не понимает, что ему делать. Он бежит к фонтанчику и замечает свое отражение, которое ему подмигивает. И тут нам поясняет рассказчик, что Ники станет Соником окончательно в свои 16 лет. А пока что он просто не до конца понимает, как пользоваться своей силой. Вдруг отражение Ники выпрыгивает из воды и хватает его. «Я это ты, но лучше!» Повзрослевший Ники, то есть Соник, начинает схватку с пауком. И в этом деле главное, чтобы Эми не упала с высоты, пока идет битва. Горожане, наблюдающие за схваткой, уже ждут, чтобы поймать Эми. И к ним присоединяется Поли. Он очень удивляется, увидев Соника, потому что до этого думал, что он плод его воображения, привидевшийся ему во время одного из своих полетов. Соник побеждает Бадника, превращается в Ники, пока никто не видит. И опять пытается жить эту жизнь. И в следующей главе нас ждет новый иллюстратор и новые приключения. А вот и Эгман на какающем осьминоге скрывается, чтобы его не нашли. А Ники, поговорив с отцом, решает, что надо действовать и обыграть четверняшек Верук в баскетболе. И вы спросите, почему бы не обыграть их не в видах спорта, а в какой-нибудь интеллектуальной игре? Для Ники это было бы спасением, но это, видимо, не настолько смешно, если Ники не будет неуклюжим. Эгман выныривает своим осьминогом около дома семейства ежей, потому что его датчики улавливают силу Соника где-то поблизости, но он ничего не находит. Тогда ему в голову приходит понаблюдать за Ники еще сильнее, и Эгман швыряет специальный баскетбольный мяч, который помогает Нике выиграть против ящериц. Публика в восторге от того, что Ники управляется с мячом очень виртуозно, правда, мячик на дистанционном управлении, и его начинает знатно колбасить. В итоге, не удержав бешеный мяч, Ники впечатывается в забор. Эгман думает, что просчитался, а Антон Верука хочет дать Нике леща и начинает над ним издеваться, сняв очки, без которых мальчик практически ничего не видит. И Ники из-за этого падает в воду, но возвращается из воды мокрым, но храбрым Соником. От такого поворота Антон приходит в бешенство и кидает в Соника все, что под руку попадется. Ящеру удается попасть по Сонику, отчего Эгман начинает хохотать и говорить, что если Соник хочет быть сильным, то ему надо объединиться с Эгманом. Он-то преподаст урок, как избивать всех правильно и не получать за это сдачи. Но Соник не сдается и с пиндешем, как катком, прокатывается по Антошке. Чтобы по Эгману не проехались тоже, он призывает своего бадника Богомола, и опять начинается сражение. Оказывается, этот бадник может поглощать энергию Соника, и ежик быстро начинает терять свои силы.
Таня, наблюдавшая за сражением, кричит Сонику, что у Богомола есть секрет, он буквально сосет энергию из своего рта с помощью трубочки. И Соник, не теряя времени, долбит по этой трубочке. Спустя время в воде показывается Ники и кричит, чтобы ему помогли. Вот это приключение у него сегодня выдалось. Следующая история будет происходить на отдаленном острове, который раньше был испытательным полигоном. Полли решает поностальгировать и берет Ники, Эми и Таню на борт своего самолета, чтобы показать это место молодежи и заодно прогуляться. Когда они прилетают на остров, то Полли решает рассказать историю этого места и что с ним приключилось много лет назад. И внимательный слушатель моего видеососа наверняка уже догадался, что нас ждет пересказ Ориджина. Но тут опять есть доля оригинальности. Полли вспоминает, как все было, и рассказывает про своего бывшего друга, который тоже летал на истребителе. Его звали Соник Джо. Они вместе с Полли пытались преодолеть скорость звука, но сперва это получилось у Соника. Правда, как вы знаете, ничего хорошего для Джо не вышло, и он через пару секунд разбился на самолете, зато вписал себя в историю. И с того момента, как он разбился, начали ползти слухи, что Соник Джо приходит на выручку пилотам и помогает им избежать воздушной катастрофы. И Полли его тоже видел, когда однажды чуть было не погиб, но Соник вдруг появился перед его глазами и сказал, что надо делать. Едва закончив этот рассказ, вдруг появляется бадник-лягушка и хватает Таню своим длинным языком. Но Соник тут как тут, будто бы оживший из воспоминаний и решивший помочь другим. Он начинает бороться, а Полли по-быстрому делает копье, чтобы помочь, но не успевает завершить действие, как вдруг его окутывает вспышка. Полли парит в воздухе, а рядом появляется знакомое лицо. Это Соник Джо. Вот старые друзья и встретились вновь. Полли не понимает, что происходит. А Соник говорит, что провел Полли в мир за пределами скорости, и что он может показать один из вариантов развития событий. Полли смотрит с небес на свой остров, на котором живет, и видит такую картину. Ники окружила семейство ящеров и хочет над ним поиздеваться, и синяки не заставляют себя долго ждать. Полли не может смотреть, как избивает толпой его сына, и что есть сил, кричит Ники. Вдруг остров исчезает, и появляется силуэт Соника. Голос начинает рассказывать Полли, что ежик Соник – это подросший Ники, и когда ему будет 16 лет, то он окончательно превратится в синего ежа и получит всю его силу. А так как Соник преодолел скорость звука, то теперь может свободно путешествовать между прошлым и будущим. Хотя мысли Полли о Сонике тоже помогли ему вновь быть живым, правда в итоге он иссякнулся в его сына. Ну, вы, конечно, можете сказать, что действительно ли Ники сын Полли, раз все не так однозначно. Но давайте поверим на слово, у нас же детские рассказы и традиционные семейные ценности. В конце концов, Джо Соник подмигивает Полли и возвращает его обратно на землю. Полли видит, что лягушка повержена, а Соника, как обычно, нигде нет. Зато есть Ники, который валяется в озере с этой лягушкой в обнимку. Полли достает сына из воды и не может поверить в то, что случилось. Кажется, отцу и сыну нужно многое обсудить, ведь скоро его сын станет Соником. Вот это да, оказывается, Соник – это отсылочка на превращение мальчика в мужчину. Какой неожиданный поворот. Всем привет еще раз, это Грибуля, и я хочу вас немножечко отвлечь. И хочу вам сказать о том, что если вдруг у кого-то возникнет идея перевести эту мангу с японского, потому что на английский там переведено всего несколько глав, то мне бы очень хотелось, чтобы мы как-то с вами скооперировались, если у вас вообще появится такая возможность и хотение, мне бы просто очень хотелось эту вещь как-то довести до ума и доделать ее, допереводить. Поэтому, если вам этого захочется, вы можете ко мне обратиться. Если у вас есть такая способность переводить с японского, если вам это очень хочется.
Вот. Потому что я уже начинала переводить эту мангу в 2015 или 2016 году, и те вставки, которые вы сейчас видите в видео, это вот все я переводила на русский. Поэтому мне просто хочется ее доделать. Я просто хочу, чтобы немножечко вот у нас отвлеченная тема, так что если хотите, пишите мне, я просто могу подставлять текст. Что называется clean type, я могу это делать. Так что я сказала, а вы, конечно, подумайте. Мне было бы очень приятно за что-то с этим уже сделать, потому что раз появилась возможность, раз больше теперь сканов, то почему бы и нет. Так что, если кто хочет, пишите мне, пожалуйста. Спасибо за внимание. Ну а мы продолжаем. Теперь мы на финишной прямой, и у нас остались спешлы Кора. Они выходили как отдельные истории, за исключением той, которая развернется в самом конце. И я так поняла, что не все спешлы собраны из этой серии, потому что в повествовании есть пробелы из-за недостающих страниц. Наверное. И наконец-то у нас есть хоть какое-то продолжение истории Ники. В этих спешлах он хотя бы с помощью силы Соника начинает помогать самому себе. В первой главе нас в который раз знакомят с персонажами, и мы опять попадаем на заварушку в пиццерию, где начинается драка с Антоном. Ники отшвыривают настолько далеко, что он улетает в банке с Тоником. Что-то похожее я помню в презентации Sonic Adventure. И как только на Нике сыпется груда средства для волос, то он становится Соником. Мне нравится, как Соник начинает обходиться с Антоном и делает из него большую ящеровую пиццу и в конце запускает его в дальний полет. Эту пиццу примечает доктор Эггман и предлагает Антону работать на него. Ники думает, что никто больше им с Эми не помешает в их свидании, и они идут кататься на лодочке. Но Ники видит, что Эми какая-то задумчивая и даже сердится на нее. Ведь она бормочет только о Сонике, но рядом же есть другой ухажер. Ну кто такое станет терпеть? Конечно, никто, и поэтому разобраться в этом деле решает подскочивший из ниоткуда Антон Бородавкин и просто закидывает Ники в воду. Но вода действует на мальчика хорошим способом, и из нее он вылезает супергероем Соником. Швырнув Антона туда, где он сам только что плавал, Соник поворачивается к Эми. Конечно же, Соник тоже недоволен девушкой, потому что он знает свой секрет и то, что Эми не видит в Нике серьезного парня, а предпочитает сильного и ловкого красавчика. Ладно, хватит об этом думать, ведь на горизонте маячит Эггман со своим эксцентричным бадником Кура-повар, который кидается куриными яйцами. Закидав Соника сырыми яйцунами, Кура хватает и проглатывает его. О нет, Соник стал яйцом. Кто играл в Чао Сад, знает, как нужно трясти яйцуна, чтобы из него вылез Чао. Вот Эггман еще не знал и начал яйцо с Соником варить. Соник вылезет из скорлупы и превратится в футбольный мяч, который вызывает торнадо. Теперь весь город ежей ловит яйца своими ртами и не только. Ники возвращается к Эми, и она спрашивает его: «Дорогой, где ты был?» Где ты был? Гулял. Он такой таинственный. Ники не знает, что надо ответить «бегал», и Эми продолжает разговор сама. Она опять начинает восхищаться Соником. И такие веселые истории продолжатся дальше. И мне кажется, что это самая полезная выжимка, как и рассказа, из всего того, что выходило. Дальше я кратко пробегусь по тому, что было в спешлах. Эми и Ники сидят в летнем кинотеатре, и когда фильм заканчивается, то на экране появляется реклама соревнований, в которых может принять участие каждый, если он сильный, смелый, ловкий и умелый. Эми, как обычно, мечтает, будет ли там Соник, и пока она задумывается,
приезжает Антон и просто крадет ее из-под носа Ники. Ники пытается залезть на машину Антона, и Эми видит, как за нее соревнуются два парня, и предлагает им условия, раз они не могут ее поделить. Она будет встречаться только с тем, кто победит в соревновании, которое недавно рекламировали. Ну что ж, придется двум любовникам потолкаться. Затея из этого вышла, сами знаете какая, потому что Ники превращается в Соника и приходит первым, правда, как обычно, не помня, как он вообще это сделал. Следующая глава повествует о карнавале в Ежином городе. Концерт сопровождается музыкальным конкурсом, и Ники не упускает такой возможности проявить себя. Правда, на концерт приходит Антон и, как обычно, портит всю малину. За громкую музыку Антона Ники ставит ему 0 баллов из 10 и идет играть на своей скрипке классическую музыку. Горожане в ужасе разбегаются, а Антон, чтобы прекратить страдания для ушей, подсовывает Ники ракету вместо микрофона, и ежик улетает куда подальше. А возвращается уже Соником с модной гитарой и покоряет всех, кто не сбежал с концерта. Доктор Эггман не может пропустить такого представления и заявляется со своим новым бадником. И этот бадник будет ехидной. Нет, это еще не Наклз, но можно ли сказать, что эта концепция была сделана из слухов о третьей игре про Соника? Или наоборот, ехидну придумали и уже разработчики игр ухватились за эту идею. Во всяком случае, это довольно забавно. И после победы над ехидной в небе сияют фейерверки. А Ники стоит с непонимающим видом, но в руке у него гитара, которая была у Соника. Следующее приключение Ники и Эми начинается с прогулки в лес. Они идут за грибами, ну то есть за мной. После они присядут на пикничок, и к ним присоединится Тейлз, подглядывавший все это время. Тейлз говорит, что не любит грибы, но попробует кусочек и в итоге берет самый большой. А затем рассказывает о себе, о своем прозвище Тейлз и что Соник для него как братишка и модель, на которую надо равняться. Поэтому Тейлз хочет его увидеть. Имя опять нежно расплывается от имени Соник, и в этот момент подбегает несносный Антон. Он опять крадет Эми и уезжает на машине в закат. Тейлз, у которого есть авто прямиком из Sonic Drift, гонится за похитителем. Ники успевает сесть в машину в самый последний момент. Грибы, вдруг выросшие на дороге, начинают трясти споры, и все вокруг превращаются в грибочки, кроме Соника. Как это и было в Mushroom Hill, грибы можно использовать как трамплин, и Соник прыгает на самый большой. А это, оказывается, и не гриб вовсе, а бадник, которым управляет Эггман, а животное, которое дает ему силу, это наш слон. После избивания большого гриба все становятся нормальными. Тейлз уезжает, думая, что Соник помчался вперед, а Ники и Эми решают закумарить на полянке после всех этих безумных приключений. В конце оказывается, что за происходящим наблюдали инопланетяне, и увиденное их не впечатлило, а наоборот ужаснуло, отчего они решают лететь обратно домой. История про Новый год и бадника-снеговика достаточно банальна. Соник спасает всех от Эггмана и его снежной скульптуры, а взамен ставит снежную скульптуру со своим лицом. Потом будет игра в многомяч против бадников. Ники сделает для себя вывод и захочет больше стараться и быть таким же крутым спортсменом, как Соник. А Соник тем временем спешит покорять вершины автоспорта. И тут начинается отсылка к Sonic Drift. Но до самого Sonic Drift еще целый год. И поэтому мы делаем вывод, что в манге события 93-го года, когда Sega спонсировала гонщика Формулы-1 Алена Проста. В этой главе манги как раз присутствует тот самый Ален Прост. И я думаю, что вы знаете эту историю, где он ездил на болиде, у которого были нарисованы ботинки Соника в честь спонсорства Сеги. И в конце истории Ален настолько восхищается скоростью ежика,
что лепит себе на машину аж 3 ноги и лицо Соника на хвосте. Так как в соревнованиях участвует еще и Антон Бородавкин, то в один момент он кричит, что будет Антоном Сенной. Это еще одна отсылка на пилота Формулы-1 Айртона Сенну, у которого было постоянное соперничество с Аленом Простом. Айртона Сенну вы можете знать по вот этой фотографии, где он держит кубок с Соником. Кстати, эта гонка за кубок Соника одна из самых запоминающихся в истории Формулы-1, потому что проходила в рискованных погодных условиях. Шел дождь, который сделал этап еще сложнее. Но от этого он и стал самым запоминающимся моментом в истории автоспорта. Кстати, сам кубок с Соником может двигать своей правой рукой. Вот такая минутка исторической справки. Все в том же 93-м году Манго готовит нас к новой игре Sonic CD и прогревает на тему с путешествием во времени. Тейлз рассказывает, что нашел интересное место, а Ники и Эми должны заценить его как можно скорее. Антон тоже едет с ними, и друзья попадают в дом какой-то совуньи, которая может предсказывать будущее с помощью своего шарика. Ребятам интересно узнать, что произойдет с ними в будущем. Ники подходит к шарику, но его отпихивает Антошка. А в шарике уже начинает показываться Соник и его приключения во второй игре. И даже то, как он побеждает меха Соника. Антон приходит в ярость от того, что ему показали совсем не то, что он хотел увидеть, и дубасит шар с предсказаниями, на что шар ему отвечает и прописывает кулаком в глаз. Оказалось, что Эгман, путешествующий сквозь миры прошлого и будущего, вылез из шара, как из портала. Эгман берет в заложники Эми и Совунью, а сам хочет переписать события Sonic 2, но ему этого не удается, ведь у Соника есть верный друг Тейлз, который помогает ему остановить Эгмана. Напоследок Соник швыряет Эгмана в шаровой портал, и доктор, пролетев сквозь время, оставляет след в доисторическом мире. Теперь с изображением его лица археологи находят множество окаменелостей. Дальше у нас идет небольшой пересказ Sonic CD и похищение Эми. Я так поняла, что тут не хватает каких-то глав, потому что непонятно, как именно Эгман похитил Эми. Но давайте представим это с помощью Sonic CD. Как вы знаете, в игре Эми похищает Metal Sonic, но в манге Эми не просто привязывают к столбу и оставляют висеть на трубе с видом на город. Эгман надевает ей на руку прибор, который подчиняет ее волю приказам безумного доктора. И с этого момента Эми становится злой. Не понимающие, в чем дело Соник и Тейлз, надеются вызволить подругу. Они прибывают на маленькую планету и видят, что доктор заставляет Эми с помощью ее магической силы находить таймстоуны. Про магическую силу я, конечно, загнула, но думаю, что Эми стала пользоваться такого рода колдовством только с подачи Эгмана, который воспользовался ее любовью к таким вещам. Например, к гаданию на картах Таро и вот все эти штуки по предсказанию и прочей дичи, которую сейчас хотят навязать американцы, не так давно прочитавшие мануал Sonic CD и узнавшие что-то новое. Из-за устройства на руке Эми не помнят своих друзей и только устраивает им козни. Но Тейлз с Соником не сдаются. Пока не пытаются придумать, как высвободить Эми, то забредают в район казино. А этот район казино, оказывается, находится в столице маленькой планеты, городом под названием Рас-Пегас. И тут даже есть Масюня. Срочно переезжаем на маленькую планету. На ступеньках одного из казино они видят бомжа Донки Конга, который проиграл все свои деньги в компании какого-то несчастного петуха. Эти два оборванца могли бы остановить Соника и Тейлза от похода к джекпоту, но друзья-товарищи замечают плакат, на котором красуется злое лицо Эми и подпись, что она будет вести мистический сеанс в зале казино. Придется на него пойти. Правда, Тейлз забывает об обязанности искать Эми, потому что его спаивает очаровательная красотка. У Тейлза все плывет в глазах, и он просирает кучу денег. В итоге, когда Соник возвращается за ним, то они вместе улетают в какой-то отсек и падают на голову тем, кто пришел на сеанс к Эми.
Увидев, что они попали туда, куда надо, Соник хватает Эми за руку и говорит, что им пора идти. Но Эми не вольна своим желанием и сбрасывает парочку в подпол, где оказывается большой стол для пинбола. Ну а живыми шариками для игры стали Соник и Тейлз. Еле выбравшись с пинбольного стола, Соник видит, как Эми и Эгман улетают вдаль. Надо скорее следовать за ними, но на пути встает огромный Метал Соник. Было бы здорово, если бы такой Метал был последним боссом Sonic CD. Но помечтать нам дают только в манге и Хаотиксах, где у Метал Соника есть похожая огромная модификация. Оказывается, что его пилотирует Эми. Сейчас фанаты Евангелиона напряглись в готовности заорать, что это уже было в нашем любимом меха-гаремнике. Вот только манга вышла раньше Евы на год, и я с такой же уверенностью могу утверждать обратное. Пока Соник кричит и бьется о металлическую оболочку огромного робота, тот начинает распылять черный дым, чтобы Ёж не смог отследить его следующую атаку. Выпрыгнув из темноты, робот хватает Тейлза и Соника и наваливается на них всей своей тушей. А затем Эми включает на носу Металла Бур и начинает Соника бурить настолько сильно, что из него брызжет кровь. Соник не может достучаться до настоящей Эми и из последних сил достает ракушку дружбы. Воспоминания на минуту переносят нас в солнечный день, когда Эми, Соник и Тейлз прогуливались по пляжу. Вдруг Эми видит красивую ракушку и предлагает друзьям написать на ней свои имена. Так красивая ракушка станет их сокровищем и сохранит дружбу на долгие времена. Увидев эту вещь, Эми начинает еще больше злиться, но чем дольше она на нее смотрит, тем больше начинает вспоминать. Вдруг Эми рыдает, а браслет на ее запястье превращается в груду камней. Грязные трюки Эгмана на нее больше не действуют, и девочка бежит к рычагу электропитания, а Соника до сих пор буравит носатый металл. Как только Эми выключает питание огромного боевого робота, Соник незамедлительно его атакует. Эгман взрывается вместе со своим творением, а Эми и Соник обнимаются и от бессилия падают на землю. Придя в себя, Тейлз обращает внимание, как сегодня прекрасен закат. Соник обнимает Тейлза и Эми, и они вместе любуются красками вечернего неба. Соник обещает всегда защищать своих друзей, что бы ему это ни стоило. Хоть манга и была каплей в море того потока, который до сих пор представляет из себя американские комиксы, мне она нравится значительно больше, чем ее зарубежные коллеги. Мне больше нравится рисовка, даже несмотря на ее детскость. Порой она умеет удивлять и выдавать серьезные вещи. Сам тон повествования бывал сумбурный, и некоторые вещи смотрелись не впопад, но все равно для меня хорошего больше, чем плохого. Такая манга не ставит перед собой задачу быть лучшим комиксом на свете, как это писал на своих обложках Арчи, что я считаю обычным пафосом, который исчезал при прочтении этих фанфиков. Да, авторы крутили Origin под себя, но мне так нравятся мелочи про жизнь в этом городке ежиков и веселые истории про Соника. Манга выходила 2 года, и за это время из нее могла получиться даже игра. Пересказывать историю Sister Sonic я не буду, а просто скажу, что она должна была быть похожа на Пуя-Пуя, а не игру Pop Full Mail. Маджин, он же Масато Нишимура, однажды обмолвился, что наработки Sister Sonic вошли в другую игру под названием Арайгума Раскал для SNES. А то, что по интернету ходит непонятная история про замену анимешных лиц из Pop Full Mail на сониковские, это потому, что у Pop Full Mail и сестры Соника была назначена одна и та же дата выхода, и кто-то в Америке неправильно это перевел, и поднялась волна негодования, в ходе которой игру просто не выпустили. Ну и еще раз про персонажей. Про Патти и Монику, которые были подружками Эми, сказать мне особо было нечего. Они появляются один раз в рассказах и ничем особо не примечательны. Лисичка Патти известна своей болтливостью и любительницей всевозможных слухов. Мышка Моника, напротив, любительница поболтать о чем-нибудь мрачном и любит сказать что-нибудь невпопад. На одной странице вы могли видеть Майти и Рэя,
Но в манге они не появлялись. Скорее всего, их нарисовали просто для того, чтобы хоть немного прорекламировать Sega Sonic. И у нас остались вот эти непонятные персонажи. Сначала я думала, что бульдога вообще в манге не нарисовали, но потом посмотрела Янкому, где Соник рисовал свое имя на газоне, и увидела, что это, скорее всего, один из жителей Ежиного городка. Я его называю ворчащим соседом, больше о нем мне сказать нечего. Гориллу можно увидеть в иллюстрации к рассказам, и, к сожалению, это вся его роль. Смотря на этот рисунок с цветовой схемой, у меня закрадывается предположение, что его могли использовать, когда делали Sister Sonic, и, может быть, в игре эти персонажи сыграли бы роль побольше. И еще я хочу рассказать про чутье Соника. В манге чихание ежа объясняется не только тем, что, как и у Человека Павика, чувствуется опасность, но и тем, что это сигнал от Ники, который находится внутри Соника. И если бы можно было бы объяснить поведение Соника в играх и как он относится к Эми, то я бы взяла на рассмотрение эту идею, что хоть Соник и повзрослел, где-то в глубине души он все равно остался тем самым мальчиком, и иногда он к Эми неравнодушен, а иногда не обращает на нее внимания. Ладно, это просто биполярка от разрабов. Вот таким выдалось это видео о манге. Думаю, вы по-настоящему узнали для себя что-то новое, потому что никто о ней толком не рассказывает. Так что я очень рада, что приоткрыла вам эту завесу тайны. С вами была Грибуля, и до новых встреч, друзья. И помните, что Грибуля здесь.